Всем привет! Сегодня 16 сентября 2022 года. И мы с соседом дядей Володей опять вышли на грибалку за сухими груздями. Он же подгруздок белый. Вот в эту вот посадочку. Он, как всегда, уходит налево. Я, как всегда, ухожу направо. Потом я перейду в дальний конец левой посадочки, и мы встретимся где-то на середине, как это обычно бывает. Ладно, Володя, давай налево, я направо. Запускай кракена. Ну что, грибов пока не видать. Вот в этой посадочке. Оп, вот этой вот палочкой я шурую. Грибов пока нету. Утро пятницы. Еще массово народ не должен был пройти подрезать. Но, видимо, все-таки кто-то прошелся вчера. Ладно, ребзя. Наверное, я включусь. Чуть не упал. Наверное, я включусь позже, когда будут грибы. Вот у нас Володя ходит. Говорит, нашел только один подъеденный мышками. А у меня вообще ничего нету. Нету ничего. Неужели в этом году груздей уже не будет больше сухих подгрузков белых? Как вы думаете, ребзя? В прошлом году они вылазили до самого мороза. А сейчас что-то их вообще нету. Печалька. Что я тут вижу? Только один какой-то старый гриб. Так, мы его берем, не берем. Давай посмотрим. Ну, вроде... А, не, он уже все. Он уже в труху. Он уже в труху, ребята. Вот тут хорошие пеньки. Кто-то срезал. И тут опять старый трухлявый гриб. Вот они здесь тоже торчат. Старые грибочки. Старые гнилые грибочки. Вот они все тут. Вот. Это все, ребята, уже старье. Это старье. О, тоже старый гриб. Только старая трухля. Печалька. Вот тут какие-то грибочки растут непонятные. Что это такое, ребзи? Напишите в комментариях. Трутовик какой-то. Так. Вот я вижу. Ой, какой тяжелый. А это трутовик, да, тоже. Это трутовик. Вот он. Вот по такой вот аллейке мы с вами прогуливаемся. Слева ходит дядя Володя. Вон там в самом начале.
А справа хожу я. Но ни одного гриба я еще нормального не нашел. Боюсь, что в этом году груздей сухих уже не будет. Еще раз вам напоминаю, что это не осиновый груздь. И даже со мной не спорьте, ребята. Ссылку на видео, где я подробно разбираю, почему это не осиновый груздь и что это такое, прикреплю в правом верхнем углу экрана. И ссылочку оставлю в комментарии к этому видео. Но это точно не он. И не груздь, и не осиновый. Так. Не видно моих грибов. Неужели в этом году второй волны подгрустков белых не будет? Ну, боюсь, что так. Может быть, конечно, еще сильные дожди пройдут, и эти подгрузки появятся. О, железяка. Ну, ее отпиливать надо. Так. Ну что, пойду я, наверное, вам сниму озеро Груздевое. На днях я пытался тут рыбачить, но даже ротанчики не клюют, не говоря уж про окуней, карасей, щук. Но сейчас я все-таки сниму, вам покажу, где я, по-моему, позавчера рыбачил. Позавчера я вообще раз, два, три, раз, два, три, четыре озера минимум обошел. Вытащил только одного щуренка на блесну и одного окунька на поплавок. Вот. Начал с того ближнего озера, которое я вам сегодня еще покажу. Потом походил за грибами. Свернул вот сюда, вот на озеро Груздевое. Тут пытался ловить на поплавок и на блесну. Ни одной поклевки на поплавок, на червя. И ни одной атаки на блесну. Причем блесна ловчая. Я на Неве уже 3 щуренка выловил в этом году. В разных озерах. Точнее, вон в том ближнем и в Татарских озерах. Вот это озеро Груздевое. Тут я рыбачил неоднократно. В прошлом году осенью, буквально перед ледоставом, и даже в самый момент начала ледостава, клевали мелкие окуни, караси и ротанчики. Ссылку на видео прикреплю в верхнем правом углу экрана, ребята. Вот такие у нас тут дебри возле этого озера, но грибов нет. Кстати, вчера я ходил на другую сторону речки. Пришлось выйти на федеральную трассу и по мосту пройти через речку. И на другой берег реки, на правый, если по течению смотреть, там нашел я 2 новых озерка старицы. Но у них вид был такой, как будто их уже выгребли браконьеры. Ну, скорее всего, так и было. Они были все взбаламучены, как будто там бредишком прошлись. Ну, судя по тому, что к ним дорога идет постоянная, набитая, и озера все взбаламучены, перевернуты, видимо, так и было. Вот тут мусор всякий, який.
Вот, ходил я там, забрасывал блесну, немножко металлоискателем пробовал шарудить. Ничего, ребята, нету. Ничего. Ни металла, ни рыбы. Велосипедист проехал, спросил, попадается ли что-нибудь. Я сказал, что все глухо. Вот такие здесь красивые виды. Дальше будет новый жилой микрорайон. Но мы туда не пойдем. Вот тут у нас березки растут. И вот такое вот поле у нас голое, на котором ничего не растет. Ну, раньше, в прежние годы, еще ягоды были. Но в этом году их почему-то нету. Ну, поле, конечно, красивое, ничего не скажешь. Слов нету. Ну что тут, опять всякое старье. Всякие червивые грибочки старые. Вот они. Это не годится, ребята. Такой хоккей нам не нужен. Вот еще один гнилой гриб. Еще гнилые грибы. Это я, ребята, перешел уже на левую сторону посадки, по которой Володя ходит. О, вижу один свежий гриб. Вижу один свежий гриб, который, похоже, более-менее нормальный. Оп, этот уже гнилой. Так, этот сейчас проверим. По-моему, нормальный. Ладно, сейчас проверю. Да, ребята, это хороший гриб. Единственный за сегодня. Отдам его Володе, наверное. Так, и тут рядом еще нашлись грибы. Вот они. Вот они, грибочки. Так, это уже плохие. Вот это, похоже, хорошие. Да, хорошие. Сейчас мы их почистим. Хорошие грибы. Или на жареху пустить. Подгруздок белый, конечно, слегка горчит. На жареху он не особо подходит. Но, в принципе, я ем нормально. Так, свежая рыба у меня закончилась. Наверное, я возьму их на жареху. Ну, тут тоже уже старые грибы. Старые червивые грибы. И кто-то уже тоже прошелся. Распинал их. Распинал, пособирал. Ладно. Смотрите, что я тут расковырял, ребята. Вон грибочек растет. Но он еще маленький. Вот он. Взять, не взять, как думаете? Оп. Взял. Ну что, хороший грибок. Пойдет. Вполне себе пойдет. И вот тут кто-то хорошие пеньки нарезал. Ладно. Так, и вот тут у нас какой-то грибок нарисовался. Не знаю, он нормальный, нет. Так, вроде нормальный.
берем. Сейчас ножку отрежу, скажу, нормальный или нет. Ну что, ножку я подрезал. Нормальный гриб, берем. Ух, кто-то нормальные ножки тут подрезал, а? Так, и тут не только ножки. Тут еще старые грибы есть. Но этот гриб я, к сожалению, наступил. И тут целая колония будет скоро. Так. Вот здесь вот еще, ребят, гриб. И тут вот я еще видел. Вот он. Но он уже... Что, хороший, нет? Нет, он уже... Это все уже не то. Так, это старый уже гриб, да? Сейчас ножом почищу, посмотрю. Пойдет, не пойдет. Сейчас проверим, ребят. Ну, вроде более-менее нормальный. Берем. Не супер, конечно, но пойдет. На жареху пойдет. Так, и вот тут какие вот грибочки растут. Рутовик, похоже. Так, вот мы и встретились с Володей. Вон он собирает грибы. До сих пор тусуется в этой посадке. Офигеть. Он до сих пор здесь. Вы представляете, как тщательно он собирает? Володь, ты до сих пор здесь? Много грибов, да? Ну, судя по тому, как долго ты тут тусуешься, что-то ты набрал, покажи. Маленькие, большие. Эх. Ну, что-то маловато, конечно, да. Это, Не, конечно... я ходил и туда, до конца я ходил, и по той посадке прошел, там вообще глухо. Там глухо, я пошелся по ней уже, там бесполезно. Я же тебе говорил, с левой посадки, с правой посадки я сегодня не взял ни одного гриба. Ну, а я пошел, вернулся сюда, ну вот немножко как-то что-то с полкило. Со второго, с третьего раза, да? Ну, вот так, и все полосы исходил. Он там ходил уже? Давай еще раз пройдемся. Или ты ходил уже? Пойдем, ну я проходил вообще-то. А, ну раз проходил, то все. Ну я же смотрю тоже так, как, ну, не знаю. Вон пики. Ну, давай я тебе добавлю, у меня тоже где-то есть чуть-чуть меньше, чем Давай полкило. дороги никто не смотрит, вроде вот раз найдешь, тут 2-3 штуки. Да. Так, тоже где просмотрели, где маленькие чуть-чуть вылезли, подросли. Короче, где-то полкило у Володи, полкило у меня. Ну, сейчас вытащим, сфотографируем и пойдем домой. Вот, ну это тоже. Так, вот такие вот жалкие итоги нашей грибалки от 16 сентября. Полкило у Володи, чуть меньше полкило у меня, это вот у дяди Володи. На этом я заканчиваю, ребята, пока. Так, по пути с грибалки решил я на это озеро забежать, на ближнее, там где я карасей ловил и щучек. Видео прикреплю в правом верхнем углу экрана, одной из моих рыбалок. Вот это озеро ближнее. Сейчас я... О! Уточка, извини, что побеспокоили. Так, сейчас я забросов 5 сделаю блесны и пойдем домой.